Друзья, как говорится, всем доброго времени суток. Привет, народ. В этом видео хочу рассказать, как просили, про Game Pass. То есть, как загрузить игру, как активировать эту игру, да, вот, чтобы она работала с общим аккаунтом Game Pass. Как работает общий аккаунт вот, с Game Pass. Многие просили сейчас сделать, хотя у меня видео это есть, но оно старенькое уже. Вот. И в онлайне я показывал еще даже в том году, как можно играть, да, заходить. Сейчас стало еще проще. Смотрите, друзья, что нужно сделать. Вы скачали Game Pass, все, логин и пароль вам дали, да, все как обычно, там для новичков тоже видео есть, как это поставить, как это установить. Вот, это понятно все. Вы заходите, подписки у вас, да, вот вы на своем. Видите, да, что здесь вы установить ничего не сможете. Вот вам надо получить Game Pass. Чтобы вам установить игру, поставить хотя бы на скачку игру, вам не нужно делать манипуляции с Game Pass. Достаточно только зайти в него, да, в Game Pass, нажать далее, там выйти и все, и поставить игру. Сейчас я все покажу. И также работает онлайн, друзья. Вам, если вы хотите что-то поиграть онлайн, вот Call of Duty, например, да, у нас сейчас новиночка в онлайн, то вам не надо делать манипуляции. Манипуляции делаются для того, чтобы поиграть в игры, вот, например, как вот это вот у меня игра из Game Pass, там, либо Forza Motorsport. Чтобы в них, конечно, играть, вам надо будет делать такие же манипуляции, как и со стандартными играми. Вот. Чтобы онлайн играть, вам этого делать не надо. Вот смотрите, например, я захожу в Call of Duty, вы сделали манипуляции, да, с игрой, заходите в игру, в онлайн FIFA, неважно. И мы сейчас проверим. Просто вот мы заходим, вы сделали манипуляции с игрой, там 2 секунды со временем. Смотрите, в сетевую игру мы заходим, на своем видите, да, что требует Game Pass. У вас он есть, вы его купили, общий аккаунт. Что мы делаем? Выходим из игры. Нам тоже просто достаточно запустить купленный Game Pass. Нажимаем далее, здесь на B. Все. Вы теперь можете в любую игру, вот, то есть NBA, FIFA, делаете манипуляции, заходите в игру, все, у вас работать будет онлайн. Я уже про это говорил, друзья. Это работало, запускали мы весной, но потом это перестало работать. Потом сейчас это опять работает. Просили записать, я запишу. Многие уже показывали. У Джерри Сейлера я видел, тоже он делал обзор. Так, друзья, вот смотрите. Последний, вот он делал. И мы сейчас посмотрим с вами. Зайдем. Как сработает эта тема у нас. Входим. Также я еще раз повторюсь, друзья, не надо ничего делать, манипуляции в онлайн, чисто онлайн играть. Вот, смотрите, просто FIFA, также любой онлайн вы играете. Давайте вот сразу в сетевую игру заходим. И, как мы видим, у нас все работает. То есть поиск боя пошел, вся тема. Ну, вы поняли, да, видите, да, что идет. То есть это долго ждать я, не буду, естественно. Я вам просто показал, что вот заходит. Сеть активируется и работает. Так что вот так, друзья. Как мы видим, что все у нас заработало. Ну, также, смысла нет показывать FIFA, NBA, пробуйте и, пожалуйста, играйте. Но чтобы вам поиграть в игру геймпасовскую, вам надо делать манипуляции. То есть, смотрите, или поставить на скачку. Вот, самый главный вопрос был. Как поставить? Надо ли делать манипуляции? Делаем то же самое, друзья. Чтобы нам зайти в игру, вам достаточно, чтобы нам поставить игру на закачку, вам просто достаточно. Включаем аккаунт.
Нажимаем далее. Все. И смотрите, что произойдет. Мы заходим в магазин, в подписки. Ну, давайте новинки. Пожалуйста, устанавливайте. Как игра установится, потом вам будет надо сделать манипуляцию. Вот так это работает. И еще один нюанс. Мне многие задают вопрос, в чем был, вот не то что подвох, а в чем проблема. Володя, расскажи, как поставить игру, если мы заходим, и у нас вот такая ситуация, смотрите. Получить геймпас все равно есть. Либо, если у кого есть приложение, вы можете выбрать вот эту игру, название, смотрите в приложении Xbox, набираете, установить. Устанавливаете с приложения, потом на Xbox она у вас появится, вы запускаете. Либо мы идем вниз, делайте вот так, как я. Большинство, я показывал на стримах, кто не видел, вот показываю на видео. Делаю вот так я. В этом наборе нажимаю на него, и вуаля, вот тут получается установить игру. Нажимаете установить, все, у вас пошла скачка. Потом делаете манипуляции, заходите. Также. Здесь также все столкнулись с такой проблемой, как установить, например, последнюю гоночку. Это у нас Forza Motorsport. Говорят, мы заходим, и у нас то же самое. Заходим мы сюда, смотрите. То же самое. Просто, друзья, нажимаем также, вот. Вниз опускаемся. До конца прям, где будет в этом наборе. Вот наверху, смотрите, в этом наборе. Нажимаем на нее. Запустить игру, вы можете играть в этом. Все. Но только будет установить, потому что она у меня установлена. Я ее, гоняю здесь. Поэтому вот так, друзья. Думаю, кто просил, вот будет полезно показать. Кого не было на стримах, я показывал постоянно, кто просил. Думаю, чтобы постоянно не просили, вот оно будет. Специально делаю про Game Pass. Ну и как вы уже видели, очень удобно, друзья, очень удобно. Играть онлайн, не надо делать манипуляции. Если чисто вы что-то в онлайн запускаете, просто зашли, вышли и запускаете игру. Ну и как бы... Также давайте тогда уже покажу, запущу наш быстрый способ 2 секунды, также со сменой времени это работает. Вот, это с Game Pass'ом игра. Чтобы запустить нам, естественно, игры у нас этой нет, она с Game Pass'а скачана. Вот я, например, также поставил на скачку, скачалась игра. Ну и делайте манипуляции, как вам удобно. Есть видео внизу, которое... кому как удобно запускать. Я, например, запускаю сюда 2 секунды. Вот специально сделал Wi-Fi. Роутер я перенастроил у себя дома, все перезагрузил, друзья. У меня были какие-то, вы знаете, проблемы, не работали способы. Все, теперь все работает. Я роутер скинул до заводских настроек и все заново сделал. Это так как у меня роутер, он Asus вот этот вот новый, он у меня настраивается прям вообще очень легко, почти там автоматом все. Ну давайте смотрим, как запустить игру Game Pass. Вот, например, последняя у нас якудзовская, вот эта игра Дракон, да? Нам нужен обязательно геймпассовский, естественно, аккаунт. И мы делаем также манипуляции. Раз, два, 2 секунды. И проверяем спокойно, как он работает. Параметр сети. Все погасло, подключаемся спокойно. Способ этот мне нравится, он быстрый, но он работает не с первого раза. Но зато он пока работает стабильно, друзья. Запускаем аккаунт. Купленный. Можете, кстати, запускать свой, потом купленный, экспериментируйте. Он тоже работает. Также и со сменой временем, друзья. У меня работает со сменой временем. Я сначала запускаю свой, а потом запускаю купленный. У меня так как-то он прям быстрее. Ну не то что быстрее, он тоже это работает. Вот ждем, иконки все загорелись у нас здесь. Пробуем запустить. Естественно, она вылетела первый раз. Ничего страшного. Зато вы, если вы одну игру так запустите, следующие будете запускать игры, они с первого раза подхватываются. Это я уже говорил. Делаем еще раз. Раз, два. Выходим. Параметр сети.
Я иногда прям сразу подключаюсь. По Wi-Fi, ну это когда я с проводом по Wi-Fi, естественно, я жду, пока все погаснет, Wi-Fi работает. Я не очень люблю Wi-Fi, потому что есть возможность, у меня прям провод подключен. Но показываю из-за Wi-Fi, потому что у многих. Вы просили, говорят, все показывай на Wi-Fi, потому что у многих Wi-Fi. Пожалуйста, вот, все показываю. Запускаю купленный. Если я уже начал с купленного. По смене времени, друзья, работает с первого раза. Этот способ. Здесь выходим, ждем. Вот они все. Загорелись иконки у нас. Запускаем. Видите, ну бывает и со второго раза не работает. Он, кстати, по Wi-Fi вообще плоховато стал работать, этот способ. Поэтому давайте его уж добьем. Кому он многим нравится. Раз, два. Параметр я иногда вот так сразу прям подключаюсь. Получение сведений. Здесь ждем обязательно, чтобы все загорелось. Вот, открыт доступ, все. Спускаем. Ну, у кого он плохо работает совсем, да, по времени запускайте. То есть следующее видео со временем тоже сделаю новинку, обновлю. Ну все, вот третьего раза видите. И если запускать сейчас другие игры, они могут подхватиться прямо с первого раза. Все, друзья, вот вы видите, да, что мне не запускалось, запустилось. Мы одни на аккаунте, все, никому, и вы не мешаете, вам не будут мешать. Вот запуск. Поэтому вот так это работает. Ну и так по очереди вы можете следующие игры запустить. Что вы будете играть? Запустили сразу, сделали и играете целый день. Переключайте только. Вот так, друзья, всем спасибо. Лайк обязательно для продвижения. И подписка должна от вас быть для поддержки меня, моего канала. Всем благодарен. Набор костей, друзья. Погнали.